Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такую сумочку-малышку, сумочку-клатч из одного мотка полиэфирного шнура. Ширина сумочки примерно 23 сантиметра, высота сумочки 16 сантиметров. И, как я уже сказала, вам понадобится всего один моток полиэфирного шнура. Я вязала из шнура карамель от производителя пряжа Центр в цвете Париж. Длина нити в 200-граммовом мотке 75 метров, ширина нити 5 миллиметров. Один моток вам понадобится. И от мотка у меня осталось вот столько. Этого хватит для того, чтобы связать небольшую ручку, если вы не хотите использовать, например, кожаную. На изготовление такой сумки у меня ушло всего 2 часа. Помимо шнура вам также понадобится крючок, ножницы. Если вы вяжете из полиэфирного шнура, то зажигалка, либо спички, сантиметровая лента, ну и ваши ручки. Если вы до сих пор не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новых видео. Давайте начинать. Начинаем вязать. Набираем цепочку из 33 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Слишком туго не вяжите. Цепочка должна быть достаточно свободная. Не сильно слабо, но и не туго. Набираем 33 воздушные петли. 33 воздушные петли набраны. Вот самую первую узелок мы тоже считаем за первую петлю. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вот лицевая, это косички, изнаночная сторона, это бугорки. Первый бугорок, вот этот вот, мы пропускаем, и во второй мы провязываем столбик без накида. То есть вот этот пропускаем, во второй пропускаем и следующий. Весь первый ряд мы будем вязать за задние вот эти перемычки. Немного вот так подтянем. Я довязала первый ряд почти до конца, и самую первую петлю, вот эту первый узелок, мы вставляем крючок не за перемычку, то есть ее здесь как бы нет, а в центр вот этого узелка. Все, ряд у нас провязан. Делаем воздушную петлю или петлю подъема, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. С изнаночной стороны выглядит наше вязание вот так. Первый столбик мы пропускаем, отсюда у нас выходит воздушная петля, то есть мы его пропускаем. Находим второй столбик, вот он, и вязать мы будем за вот эти вот задние перемычки, вот они. Косичка у нас вот здесь идет, а перемычки здесь. Мы вяжем за перемычки. Вставляем крючок снизу вверх и провязываем столбик без накида. Крючок под перемычку, снизу вверх, столбик без накида. И так до конца ряда провязываем второй ряд за вот эти вот задние перемычки. До конца ряда довязываем самостоятельно. Довязываем второй ряд до конца. Осталось 2 столбика. Вот она, последняя перемычка. Вяжем за нее. И последний столбик мы вывязываем за 2 половинки косички. Вот они. Предпоследний провязали. Вот у нас 2 половинки косички. Мы провязываем за обе вот таким образом. Вот так. Это будет край клатча. Провязываем
петлю подъема, разворачиваем вязание, это лицевая сторона. Третий ряд будем вязать таким образом. Первый столбик у нас уже провязан, вот он провязан. Разворачиваем вязание немного на себя, нас интересует сейчас вот эта вот верхняя косичка. Вставляем крючок, вот эту первую косичку мы пропускаем, откуда у нас идет воздушная петля, вот она. Ее можно проверить таким образом, то есть вот она смялась, то есть она уже провязана. Следующий столбик провязываем за заднюю половинку вот этой вот косички. Столбик без накида. Следующий за заднюю половинку косички. За заднюю половинку косички. И так до конца ряда. Третий ряд довязываем до конца, осталась одна косичка, провязываем ее за заднюю половинку косички, и последняя петля. Она выглядит вот такой полускрещенной косичкой, и вставляем крючок под вот этот вот, под вот такой вот крестик, и провязываем столбик без накида. Все, третий ряд провязан. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Сейчас с изнаночной стороны вот так вот ровненько все выглядит. И снова повторяем наш узор. Первый столбик мы пропускаем, вот этот столбик мы пропускаем, опускаемся, находим второй столбик, вот он, опускаемся до перемычки. Мы сейчас вяжем вот этот четвертый ряд, так же как и второй, за вот эти вот перемычки. То есть узор у нас повторяется. Изнаночный ряд мы вяжем за вот эти перемычки, а лицевой ряд за заднюю половинку косички. Периодически расправляйте вязание. Довязываем изнаночный ряд до конца. Осталась последняя петля. Она тоже выглядит вот такой вот полускрещенной косичкой. Вставляем крючок под обе вот эти вот скрещенные половинки, вот они, и провязываем столбик без накида. Делаем воздушную петлю и переворачиваем на лицевую сторону. И опять повторяем лицевой ряд. Первый столбик мы пропускаем, вот он, вот этот столбик мы пропускаем. Его можно спутать вот с этой петлей. Проверяем первый столбик вот таким образом. Немножечко вот так вот делаем, наклоняем, то есть как бы крючок в левую сторону, и первый столбик он вот так сгибается, он провязан. Вставляем крючок во второй столбик, вот он, вот этот пропускаем во второй, за заднюю половинку петли. И также провязываем до конца ряда столбики без накида. Узор простой и вяжется очень быстро. Вы справитесь с этим клатчем. Узор простой, вяжется очень быстро. Вы с этим клатчем, вы с этой сумочкой справитесь за вечер. И провязываем до конца ряда. Довязала лицевой пятый ряд. Сейчас снова делаем петлю подъема, разворачиваем вязание на изнаночную сторону и продолжаем вязать, повторяя изнаночный и лицевой ряд. То есть мы снова сейчас вяжем за вот эти вот изнаночные перемычки. Изнаночный ряд мы вяжем за перемычки, а лицевой ряд вяжем за задние половинки косички. И так и продолжаем на необходимую вам ширину сумочки. Сейчас вяжем клатч на необходимую ширину сумочки. На данный момент мы провязали примерно 6 сантиметров. И на необходимую ширину вяжите свое изделие и встречаемся в конце последнего ряда. Итак, я довязала 21 ряд. Такое полотно получилось. И еще осталось достаточно много шнура. Это вид с изнаночной стороны. С изнаночной стороны как раз очень удобно считать количество рядов. Вот 1, 2, 3 и так далее. И вот это вот последний ряд. Заканчивать клатч нужно лицевым рядом, то есть который мы вязали за заднюю половинку косички. Сейчас вот распущу.
лицевым рядом, который мы вязали вот за эти задние половинки косички. Это должен быть последний ряд. Все. Ширина детали сейчас примерно 22 сантиметра. Складываем деталь пополам, лицевой стороной наружу. Вставляем крючок вот в этот самый верхний вот этот крестик. Захватываем петлю, протягиваем, подтягиваем и делаем точно такой же, но только наружный шов. Вставляем крючок сначала в дальнюю деталь за вот эту внутреннюю, за одну половинку косички, которые смотрят в середину нашей сумки. В одну, во вторую и таким же образом провязываем. В одну, во вторую. Здесь не важно, в какую петлю вы будете вставлять, либо в ближнюю, либо в дальнюю. Так. Сейчас я буду также соединять вот эту вторую половинку. У нас есть кончик шнура, который мы отрезали вот от этой части. Мы его подпалим. Аккуратно будьте. Складываем сумочку пополам. Просчитайте все петельки таким образом, чтобы у нас было одинаковое количество столбиков, что здесь, что здесь. И начинаем вязать. Вставляем крючок в дальний, вот эту вот в одну полукосичку, в одну часть косички, во вторую. Я не буду сейчас шнур брать именно изнутри, так по идее сподручнее, но шов получается совершенно другим. То есть я буду брать нить именно снаружи. Провязали этот кончик, потом мы спрячем, можно его сразу убрать, но пусть он пока здесь будет. Итак, находим следующую половинку косички. Здесь. И захватываем нить и довязываем до конца. Итак, я довязала вот эти соединительные швы, сделала один и второй. Вот эти все кончики, конечно, нужно будет спрятать, пока ими не будем заниматься. И сейчас нам нужно сделать обвязку нашего кладчика. Вот эти все лишние ниточки, их тоже нужно будет потом спрятать. Вот эту, кстати, ниточку можно будет спрятать прямо сейчас, когда мы будем делать обвязку, чтобы ее потом не ввязывать. Итак, делаем петлю подъема. Все, мы начали уже прятать этот кончик. И в удобное, удачное место нам нужно провязать столбики без накида по краю нашего клатча. Видите, он такой краешек такой зубчиками идет. Нам нужно сделать, чтобы он был ровненький. Для этого мы провязываем вот таким вот образом. Самые удобные места для того, чтобы сделать обвязку. И обвязываем вот так. И обвязываем так по всей окружности нашей сумочки. Я дошла до нашего шва бокового. И также обвязываем в удобное место. Слишком слабо вязать не нужно, иначе край может пойти волной. Вот видите, здесь далеко провязала. Нужно вернуться и провязать в другом месте. То есть вы будете сразу замечать, что у вас где-то идет недоработка. Вы туда возвращаетесь в это место, где неудачно провязано, и провязываете
Все, дошли с обвязкой до начала ряда. Вот отсюда, видите, у нас выходит, где мы делали петлю подъема. Вытягиваем немного нить, наш шнур, сантиметров на 10, отрезаем. Не забывайте запаивать вот эти кончики, чтобы шнур он не крошился, он может распуститься иначе. Аккуратно. И вот за вот эту петлю подъема мы сейчас делаем соединение. Так, вставляем крючок с изнаночной стороны в последнюю петлю и захватываем вот этот вот кончик. Так вот аккуратно. И вот эти все кончики сейчас мы прячем. Вот эти кончики и вот этот кончик. И наша сумочка почти готова. В качестве декоративной застежки можно использовать красивую пуговицу на ваше усмотрение. Например, пришить петельку на изнаночную сторону клатча. Вот таким образом пришиваем вот эту петельку, закрепляем. Пришиваем пуговицу, и чтобы сумочка застегивалась вот на такую петельку. Как вариант, вот таким вот образом. Либо сшить можно молнию, то есть она будет закрываться на замочек молнию. В качестве ручки можно использовать вот такую кожаную с карабинчиками. Она будет выглядеть более дорого. Также продаются еще вот такие вот кожаные хлястики на кнопочке. Если вы не хотите вшивать замок молнию, можно и вот она выглядит примерно вот так. Этот вот хлястик, вот он примерно вот так вот выглядит. Если убрать вот этот вот ремешок, будет тоже очень красиво смотреться. Если это видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк на это видео. И если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то не забывайте подписаться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. До встречи, пока!